Ребята, всем привет! Продолжаем думать, что мы будем делать с этим адски мощным двигателем на неодимовых магнитах. Кто не знает, номинальная мощность у него 15 киловатт, пиковая до 18. Также к нему есть регулятор оборотов и вот такая интересная опорная втулка, которую мы в этом видео будем переделывать. Все это добро у меня появилось благодаря российской компании, выпускающей различные смазочные материалы. ВМП Авто. Ссылочки я все оставлю в описании. Можете перейти и ознакомиться с ассортиментом продукции. Поддержим российского производителя. Ну а мы продолжим, ребята. Значит, какова же моя задача? Здесь у нас 6 отверстий. Здесь 4. Слава богу, совпадает диаметр вала. Вот что получается. Можно, кстати, даже два винта коннектить. Но они должны иметь одинаковое вращение. Эти винты, они как бы под квадрокоптер заточены. Поэтому они разного вращения. То есть, чтобы сделать квадрокоптер, нужно еще пару таких винтов покупать. И можно было бы как бы сделать квадрик. Ну, очень грузоподъемный. Просто до невозможности. Если, конечно, эти винты выдерживают те характеристики, которые в них прописаны. То есть, здесь до 60 килограмм максималка, 37 килограмм вроде бы как в номинале они могут выдерживать. Каждый. Но они очень легенькие, я что-то в этом сильно сомневаюсь. Заряжаем гигантскую, просто гигантскую болванку. И надо как-то ее отрезать. Продолжаю гипердлинным резцом. Это просто исполинский резец. Ну все, хватит, наверное. Надо уметь останавливаться. Дальше ножовочкой. Деталька, похоже, получится немножко больше, чем это. Все посадочные места буду делать за одну установку. Надо поставить резечек по алюминию. А точнее, всего лишь поменять пластинку. Эту на эту. И можно ввести токарную обработку. Вал такой же по диаметру, как и фреза, 12-ка, измерена микрометром, все совпадает. Поэтому буду использовать ее в качестве калибра. Вообще, очень полезное свойство такого вот инструмента, что оно имеет точный размер, и можно в не сверх прям там точных деталях использовать как калибр. Растачиваем дальше. Резечек-то дерзкий. Резец со сменными пластинками, а начинает он растачивать от 8 миллиметров. Здесь 12 и все отлично подходит. Добавляю чуть-чуть по лимбу и поехали! Теперь смотрим, подходит ли двигатель. Также отлично подходит. И отрезаем потихонечку.
Теперь нужно вот здесь, ребят, просверлить каким-то образом отверстие. Я думаю, мы это сделаем вот так. Шайбочку вот так нацепим и просверлим по кондуктору. Так можно обойтись без всяких поворотных столиков. Это максимально быстрый способ. Далее это дело продолжу на станочке. Данный фланец уже можно прикручивать к двигателю, но перед этим все-таки нужно еще 4 отверстия просверлить под винты. Да и еще я в шайбе запланировал углубление, поэтому нужно будет фрезеровать. Углубление, чтобы зафиксировать немножко винт. Здесь делать не хочу, потому что этот фланец еще, может быть, для каких-то других целей можно будет использовать. Получилось всего лишь 4 отверстия М4 под винты. Конечно, 6 болтов М5 внушают гораздо больше доверия, чем 4 болта М4. Но на винтиках именно такие отверстия, поэтому сделаю в оригинале, не буду ничего рассверливать. Теперь шайбочку. Кстати, сегодня я бракодел, ребят. Показываю. Начал фрезеровать не там. Ну, эти шероховатости, это подгонка просто была. Я тут уже вручную допиливал. Ну, а вот это начал фрезеровать, ну, то есть вот так, чтобы было. А оно-то по отверстиям у меня уже запрограммировано. Поэтому пришлось переделывать. Ну, кроме нас этого никто не увидит. Я надеюсь, вы в сеть информацию не сольете. Господи, какая ж все-таки замечательная красота. Но это еще не все, ребята. Надо еще регулятор распаять. Шайба обволакивает лопасть. Это добавляет прочности соединения. Теперь нужно разобраться с регулятором оборотов. Он на 380 ампер. Для начала попробую его запитать на 50 вольт. У меня есть 4 батарейки, даже в принципе 6 батареек есть. Вот можно последовательно, параллельно подключить на 50 вольт, чтобы хватало рабочего тока. Ну и на двигатель нужно запитать через вот эти провода. Регулятор настолько серьезный, что его даже к компу можно подключать. Есть USB-порт. Супермощных разъемов для соединения у меня нет, поэтому использую несколько разъемов номиналом поменьше. Ну вот, например, можно использовать XT90, но использовать не по одному проводу, а сразу два. И уже ток удваивается. Воспользуюсь моим супер-мега мощным паяльником. В таких делах только он спасает. Потому что провода исполинские просто. При условии, что паяльник прогреется, можно будет брать олово прям с гигантского прутка. Один разъемчик готов. Ну а ответную часть я припаяю на красный проводок. Если мне не изменяет память, то здесь 1600 жилок. А если память изменяет, то гораздо больше. Припой интересно впитывается в провод. Хотел показать, а оно упало. Переходнички готовы. Так, ну что хочу сказать. Для запуска у нас все есть. И мы сейчас попробуем. Вот они контакты. Целых 3 штуки. Они двойные. Сейчас мы прикрутим на доску движочек, чтобы он далеко не улетел. Так, тут получается надо через переходную плиту. Да что ж такое? Вот так примерно. Итак, ребята, я готов стартовать. Дело серьезное, ни в коем случае не повторяйте. Видите, я даже бронирую себе живот листом инканеля. Примерно так это все выглядит. Мало ли что, итак, мы подключаем. Для начала попробуем на 25 вольтах. Ну, а потом посмотрим. Вообще-то тягу я, конечно, сегодня не измерю, к сожалению. Ну, хотя бы попробовать запустить. Посмотреть, как он работает с этим регулятором, было бы отлично. Подключаем.
непонятно, непонятно, что это. Что-то неправильно я сделал, что ли? Или все нормально? Давайте проверим, ребят. Чё это не работает? О! По-моему, отлично. Прошел диагностику. Ну что ж. Сейчас будем пробовать. А ну-ка, ну-ка. Ничего себе, вот это жесть, ребята. Вот это звуки он издает. Дичь. Ха-ха-ха. Нет, вы видели, я думал, он быстрее будет вращаться. Можно маленький газ делать. Набалтываем. Так, батареечка слабенькая, я не рискую, ребят. Надо усиливать. За параллелью еще один аккумулятор. Здесь у меня предусмотрено это. Ну теперь пробуем дать огня. Очень интересно. Не греется хоть? Не, холодное все. Холоднючее. Так, ну чешется руки поставить еще два аккумулятора до 50 вольт довести. Посмотреть, что будет. Но страшновато, конечно. А так вроде бы ничего криминального нет. Все нормально. Усилю мощность батареи в 2 раза. Это будет одна ячейка. Ну, а это вторая. Итак, попытка не пытка. Пробуем запуск на 50 вольтах. Не порубает, не достает. Да вроде бы норм. Моща адская просто. Нереально. Что-то не раскручивается дальше почему-то. Непонятно почему. Моторчик чуть-чуть нагревается. Слегка совсем.
Регулятор холодный. Клеммы холодные везде. Не знаю, какой был ток, но он не превышал. Ну, что-то как-то его заклинивает. Видно, надо программировать регулятор. Нам еще нужно будет тягу проверить и все остальное, экономичность и прочее, прочее. Подрывает жестко. Интересно, лопасти гнутся или нет? Камеру зафиксировал, а мы посмотрим, поднимаются ли кончики винта под нагрузкой. Немножко поднимались, по-моему. Возникла мысля еще запустить без винтика, попробовать, раскрутится или нет. Ну, стартует нормально. Разгоняем. Разогналось. А почему ж оно с винтом не разгонялось? Неужели винт так сильно нагружает? 3300, а было 3500, по-моему. Ну, это еще за счет просаженности батарейки может быть. Ладно, раз такая пьянка, мы тогда 75 вольт сделаем. На самом деле это его рабочее напряжение, 70 вольт. Должен на всю раскрутиться. Есть небольшая вибрация. $4800. Звук, конечно, офигенный. Ребята, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Кому не приходят оповещения, бейте в колокол. Всех благодарю за внимание и всем пока. Что ж оно такое гибкое-то, а? Ну как оно 60 килограмм тяги может выдержать? Вообще не понимаю.